Я вообще-то даю Ярлу политические советы. Естественно, моя помощь ему неоценима. Но тебе, наверное, этого не понять. Мы быстро привыкаем к хорошему. Еще вчера Skyrim казался увлекательным миром, полным приключений, а сегодня он уже стал скучен и неинтересен. Прокачка, лут, квесты, даже дополнения — все уже пройдено вдоль и поперек разными персонажами и с разной тактикой. Ух ты ж ежик! Но Skyrim — удивительный мир, изменить который может каждый, было бы желание. Не хотите сами? Сообщество игроков уже сделало огромное количество прекрасных модов. Какой кошмар! Все, что нам нужно, это выбрать лучшее и построить свой мир. Новый мир The Elder Scrolls V Skyrim. Но это все лирика, и пока наша отважная Лидия дерется с гигантом, я расскажу вам о тех основах, которые стоит знать, если вы хотите воспользоваться модами для Skyrim. Nexus Mods — крупнейшее сообщество моддеров. Здесь можно найти моды на кучу игр, но сейчас нас интересует The Elder Scrolls V Skyrim, поэтому мы пройдем на сайт skyrim.nexusmods.com. Сайт англоязычный, и большинство модов, к сожалению, тоже. Но у этого сайта есть важное преимущество — Nexus Mod Manager. Nexus Mod Manager этой программой гораздо быстрее и удобнее управлять модами, чем вручную, поэтому устанавливаем ее и регистрируемся на сайте. Вторая вещь, которую вам стоит установить, это Skyrim Script Extender. Это программное обеспечение существенно расширяет возможности моддеров, и они клепают совершенно фантастические вещи по сравнению с оригинальной игрой. Очень много очень хороших модов требуют установки SKSE для своей работы. В любом случае вы ничего не теряете, установив SKSE. И единственное неудобство: для работы этой штуки надо запускать не Skyrim, а небольшой исполняемый файл SKSE, который запустит собственную игру. Поэтому выносим ярлык SKSE на рабочий стол и запускаем Skyrim через него. Давайте для начала избавим Skyrim от его ужасного консольного интерфейса, который совершенно неудобен для тех, кто играет с помощью мыши и клавиатуры. Заходим на сайт skyrim.nexusmods.com. Находим на сайте страницу мода SkyUI. На странице переходим на вкладку «Файлы». Ищем нужный файл. Обычно он располагается в самом верху списка. Находим под ним и нажимаем на кнопку «Загрузить с помощью менеджера модов». После нажатия на эту кнопку должен открыться менеджер модов, и мы увидим процесс закачки. После его окончания находим мод в списке модов и нажимаем на кнопку «Активировать мод». После непродолжительной установки выведется сообщение об успешной активации. Вуаля! У нас есть нормальный интерфейс. Как вы видите, мод предоставляет прекрасный ПК-ориентированный интерфейс, которым удобно управлять с помощью мыши и клавиатуры. Есть даже фильтр по названию, который будет полезен старым персонажам с огромным количеством барахла в карманах. Также мод изменяет меню магии. Теперь заклинания разложены по вкладкам, можно видеть, какого ранга конкретное заклинание, сколько урона оно наносит и сколько маны потребляет. Кроме того, модификации подверглось меню избранного, которое тоже стало намного удобнее. Но предупрежу тех, кто играет с помощью геймпада, мод не поддерживает их, и некоторые вещи станут недоступны, например, торговля. Чувствую. Все любят играть за девушек, и мальчики, и девочки, и естественно все любят наряжать их в разные интересные комплекты брони, но моддерам не нравятся оригинальные тела девушек из игры, поэтому большинство комплектов сделаны для их заменителей. Поэтому хотите броню, ставьте новое тело. Есть два наиболее популярных мода этого класса. Первый — Caliente's Female Body Mod.
Самый старый и самый популярный. Огромное количество модификаций поддерживают этот заменитель тел. Второй это Demonized UNP, второй по популярности и, вероятно, самый любимый моддерами. Большинство новых модификаций выходят именно под этот заменитель тел, и очень много комплектов брони требует его. Ну а уж если мы дали им новые тела, почему бы не дать им и новую броню, например, эту. Сделаем девчонкам новую прическу и подарим им возможность сделать себе новый красивый макияж. Теперь наша Лидия просто красавица. Лидия, помаши нам! Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для этого владения. Ты герой. Лидия, заткнись и наслаждайся закатом. Как скажешь, мой Тан.